Привет, меня зовут Юлия Журавлева, и я та самая девушка с видео Chess Fight Night. Очень много предрассудков, стереотипов по поводу того, что шахматы — это мужская игра. Ты такая красивая, не пробовала ли ты поискать себе другое занятие? Часто здесь попахивает неким комплексом неполноценности в других сферах жизни. Смотрите, как красиво. У белых не осталось практически фигур, но они ставят мат. Это же красота. Шахматы — это модель того, как мы живем. И так, как мы играем, во многом отражает то, как мы живем в жизни. Мы делаем ежедневные действия, мы делаем ходы за доской. Нужно сделать выбор, то есть нужно сделать свой ход. Очень многие девушки хотят играть в шахматы, но из-за установок, что это сложно, это мужская игра, у меня не получится, или у меня какой-то не такой склад ума, эти факторы их останавливают, а по факту это просто мифы. Я думала о том, что повлияло. Есть исторические причины, когда шахматы были связаны с политическим строем, с религиозных составляющих. В общем, много было факторов, но так или иначе, по историческим причинам образ шахмат, он получил мужской характер. Но после 2020 года, когда вышел сериал «Ход королевы», очень возрос интерес именно со стороны женской аудитории. И в основном главная заслуга этого сериала в том, что он этот стереотип опровергнул о том, что шахматы — это мужская игра. Лет 5 назад я пришла тогда, по-моему, на первый свой турнир по классике. И для того, чтобы как-то настроиться, я предложила поиграть перед турниром сопернику. Просто подошла к человеку, который там сидел, я особо не выбирала. Я вообще люблю перед турнирами так делать, мне помогает это расслабиться. И мы сыграли в блиц. Оказалось, что это был кандидат в мастера. Я проиграла ему партию, после чего он мне сказал: «Ты такая красивая, не пробовала ли ты поискать себе другое занятие?» Но здесь можно долго думать о том, комплимент это или оскорбление. Я не стала в это погружаться, но таких ситуаций много. На другом турнире также я предложила кому-то поиграть. Мне ответили: наверное, будет неинтересно, я хорошо играю. Я говорю: неинтересно кому? Мне как раз очень интересно, если вы хорошо играете. И мы сыграли в блиц. Да, я в той партии действительно проиграла по времени, но в середине игры человек остался без фигуры. То есть я бы не сказала, что это был выигрыш в одни ворота. И я бы не сказала, что это было неинтересно. Часто здесь попахивает неким комплексом неполноценности в других сферах жизни. Все-таки шахматы — это всего лишь одна из сфер нашей жизни. Это не вся наша жизнь, даже для людей, кто посвятил этому всю свою жизнь. Шахматы в мою жизнь пришли уже во взрослом возрасте. Мне был 21 год. Я заканчивала на тот момент бакалавриат в Бауманке. И мне стало интересно, потому что, наверное, как и у многих людей, был в голове стереотип, что это что-то очень сложное, и хотелось самой себе доказать, что в этом возможно разобраться. И так я начала изучать шахматы. На тот момент еще все сидели в ВКонтакте. ВКонтакте было приложение «Шахматы», там я начала играть. Когда я поняла, что мне очень нравится, мне очень интересно, я решила пойти дальше и поискать в Москве шахматные места, где можно поиграть вживую. Тогда было лето, я погуглила, нашла «Нескучный сад», в клуб «Белая ладья» и отправилась туда. И после того, как я сыграла в шахматы вживую, я влюбилась окончательно. С тех пор я, наверное, каждый день играла в шахматы. Ты одна там девушка была или как там с гендерным составом было? В основном, да, были мужчины, очень много было пожилых людей. Но девушек там было мало и редко. Да, они встречались редко. Ты себя комфортно там чувствовала? Я себя прекрасно там чувствовала. Мне было очень хорошо. Наверное, этот шахматный клуб стал моим вторым домом. Я там была, наверное, 5 дней в неделю, часов по 5, пока я не устроилась на работу. Мне позволяло время, учеба. Я погрузилась с головой со всей отдачей. И в основном благодаря такому большому количеству времени, которое уделяла шахматам, мне удалось сделать такой скачок. За год с полного нуля я дошла где-то до 1700 рейтинг ФИДЕ.
Но потом я устроилась на работу, я стала мамой, и, конечно, это сказалось на моих результатах, но моя любовь никуда не пропала. Как только мой ребенок стал немножко подрастать, его можно было оставлять с кем-то, я сразу же стала снова ездить на турниры, искать возможности с кем-нибудь позаниматься, куда-нибудь сходить и так далее. Я убеждена, что шахматы очень развивают интуицию. Я это замечаю по себе, и бывает, что ты не прикладываешь особые усилия для анализа, для планирования, но ты интуитивно чувствуешь, как надо поступить. Ты можешь не рассчитать до конца вариант, но ты понимаешь, что вот здесь, если я пожертвую, у меня будет хорошо. И у меня, кстати, так было. Жертва была некорректной, если проанализировать, но партию я выигрывала. То есть развивается некое внутреннее чутье, когда ты понимаешь, что вот сейчас надо сделать так. Ты, может быть, не можешь до конца это объяснить, но ты это чувствуешь. И вот это вот чувствование шахматы тоже помогают развить, хотя кажется, что это исключительно расчеты холодные в голове. На самом деле нет, это не так. Шахматы помогают научиться чувствовать другого человека. Если играть в живые шахматы, можно понаблюдать за тем, что происходит обмен энергиями, и можно настолько прокачать вот это вот ощущение другого человека, что, в принципе, ты начинаешь уже чувствовать и понимать, что он думает. А это очень важно, это же очень круто, когда ты общаешься с человеком, уже понимать, что он хочет, какие его намерения, и понимать, получится у вас с ним что-то или нет. А ты бросила работу, ты мне говорила, за шахматы. Да, я уволилась с работы для того, чтобы заниматься шахматами. Это был очень смелый и непростой поступок в моей жизни. Я приняла его под конец своего декретного отпуска, когда нужно было уже определиться точно, что будет дальше, и я решила пойти за сердцем. Просто потому, что я понимала, что я не смогу заниматься делом, которое я не люблю всей душой очень сильно, что у меня не будет понятия там пенсия, стаж и так далее, будет просто любимое дело. Я решила попробовать попреподавать шахматы. В целом получалось довольно неплохо. Какой-то период своей жизни я даже преподавала шахматы детям. Это тоже был очень полезный опыт, но в конечном итоге я поняла, что мне нравится работать только со взрослой аудиторией, с такими же, как я, кто приходит с нуля во взрослом возрасте и ради чего-то. То есть есть какой-то конкретный мотив. Например, не буду называть конкретных имен, ученица. У меня была одна, она пришла заниматься шахматами для того, чтобы научиться быстрее принимать решения у себя на работе в условиях цейтнота. Я не уверена, что я полностью правильно опишу эту ситуацию, но цейтнот — это в целом, когда вы играете в шахматы с часами, на часах у вас остается очень мало времени, вам нужно принять решение, вам нужно найти правильный ход. И когда у вас заканчивается время, ваш стресс увеличивается вдвойне. Во-первых, от того, что напряжение на доске, вам нужно найти грамотный ход, как сыграть. Во-вторых, потому что вы понимаете, что скоро ваше время выйдет, и если вы уроните флаг, то вы проиграете по времени. Точно так же в жизни у нас у всех бывают ситуации с цейтнотом, когда остается мало времени, но нужно принять какое-то важное решение, и оно должно быть правильным, оно должно быть для вас конкретно выигрывающим в данный момент времени. То есть для того, чтобы как-то уметь в стрессовых ситуациях мыслить более трезво. У нее была вот прям такая цель. И как девушка позанималась у тебя? Отлично, но результат, она как бы ставила себе такую цель, но результат у нее, дополнительный бонус от занятий шахматами получился в том, что она стала обыгрывать своего мужа, получила еще такое моральное удовольствие от того, что выиграла у мужа. Кто еще приходит, с какими задачами? Психолог. У меня есть ученица-психолог. Просто для общего развития, для творчества. Такой запрос тоже может быть, немножко расширить свое сознание, мировосприятие. Маркетолог у меня тоже был. В основном он пришел тоже для того, чтобы грамотно принимать решения. То есть по факту, да, поиск самого сильного хода — это и есть поиск правильного решения в нашей жизни. Я родилась в Гагаузии. Многие, когда слышат это слово, не знают, что это вообще такое, начинают гуглить и очень удивляются, что, оказывается, есть такое место на Земле. Это автономия на юге Молдавии. Я прожила там 14 лет своей жизни, потом переехала жить в Россию для того, чтобы здесь получать образование. Начиная с 9 класса я училась здесь.
Потом я готовилась к поступлению в Бауманку и закончила Бауманку. Я очень рада, что мне удалось это сделать, потому что Бауманка была моей мечтой еще лет, наверное, с 12. Кстати говоря, мне очень нравилась Бауманка по той причине, что там тоже в основном мужчины. В период пандемии, когда многие оказались в своих квартирах запертыми, очень многие столкнулись с тем, что, оказывается, можно узнать себя чуть глубже и понять себя чуть глубже, и понять вообще, а что я хочу делать, а чего я делать не хочу. То есть у многих людей произошла переоценка ценностей, я не была исключением. У меня была такая мечта написать книгу, но она всегда была фантастичная. Но в целом я в какой-то момент своей жизни к любой мечте начинаю подходить как к цели. И я поняла, что да, вот именно сейчас то самое время, когда я должна это сделать, и я решила просто системно каждый день от 30 до 60 минут вставать. Я вставала в 6 утра, пока спал мой ребенок, пока меня никто не трогал, я садилась и писала. Просто вот как шло. И за полгода я написала, стала искать издательство, мне ответило издательство «Эксмо», и книга была опубликована на Литресе. Потом уже я самостоятельно ее опубликовала в печатном виде. Книжка о моей родине, о моем детстве и о моей бабушке. У меня очень религиозная бабушка. Она с детства мне передавала свое мировоззрение, свой духовный опыт, скажем так. И на меня это оказало очень сильное впечатление. То есть я действительно замечала в своей жизни много чудес, и я решила, что мне стоит вот такую вот дань отдать этому человеку и моей родине. Я безумно люблю место, откуда я родом. Я очень скучаю, особенно сейчас, когда нет возможности туда так просто добраться. И поэтому это та благодарность, которая от моего сердца останется на долгое время. Спустя год, как я переехала в Москву и поступила в лицей при Бауманке, это было начало 10 класса, я познакомилась с мужем. На тот момент я не ставила каких-то конкретных целей по созданию отношений, просто это как-то получилось естественно, так как там тоже было очень много мужчин, молодых людей. То есть у нас в классе было, например, 3 девушки и 25 парней. Естественно, конкуренция огромная. И просто он был самым первым, кто очень активно добивался моего расположения. А что делал? Он ухаживал за мной. Спустя месяц или 2 месяца он уже привез меня знакомить с родителями, потом сам слетал на мою родину. То есть он сделал все так, чтобы мы как можно быстрее поженились. И мы поженились, когда мне было 19, а ему 20. Я хотела рассказать о том, как шахматы связаны с нашей жизнью и почему то, что происходит на шахматной доске, это модель того, что вообще происходит с нами, пока мы здесь живем на Земле. Представьте себе, что вы — это та сторона, за которую вы играете, белая или черная, а соперник или оппонент — это окружающий мир. То есть мы делаем некое действие в жизни и получаем ответ от Вселенной. Также, если углубиться, то я проводила аналогии между фигурами и составляющими нас. То есть король, например, — это наша душа. Короля же нельзя съесть на доске, также душа у нас остается вечной. Ферзь — это наш ум, то есть это то, что защищает короля. Также интересно то, что король становится активным в конце игры, и так часто происходит в жизни, что первую часть жизни мы живем по уму, а не по душе, а потом раскрываем уже свое сердце, находим дело по сердцу и так далее. Ладьи я вижу как наш аналитический ум, слоны — это творческая составляющая, конь — это интуиция, а пешки — это наш внутренний ребенок. Который хочет стать ферзем. Да, у которого очень большой потенциал, которого нужно провести в ферзи. Соответственно, шахматная доска — это поле нашей жизни, наше пространство, на котором мы творим свою жизнь. Короче говоря, наша партия — это определенная часть нашей жизни, как определенный этап нашей жизни, где мы стараемся подружить свой ум, душу, своего творца, аналитика, интуицию и внутренних детей всех своих для того, чтобы они выдали что-то классное и в этом окружающем пространстве что-то сделали. Вот.
Вы, возможно, не играете, потому что как раз есть образ, что это скучная, заумная игра. И я понимаю причины такого образа, потому что не хочу никого обижать, большинство видеообзоров, даже на Ютубе шахматных, но они скучные даже для человека, который в этом понимает. Я не все могу посмотреть обзоры, хотя там, конечно, очень ценная, важная профессиональная информация, но то, как это подается, оно во многом отталкивает людей. То есть у меня есть ощущение, и я не люблю это в шахматах, некой элитарности и высокомерия со стороны профессионалов, потому что когда они делятся своими знаниями, своим ценным накопленным багажом в шахматах, они это делают так, чтобы поняли только им подобные люди. Ну, то есть не новички и не те, кто хотел бы хотя бы как-то в этом разобраться. Например, мне не нравится, когда расчет продолжения слишком быстро. Вот если белые так, то черные так. И это очень быстро. И человек, который смотрит с нуля, он просто не успеет в своей голове так быстро двигать фигуры и понять, как изменится эта позиция. Вот такие моменты я не люблю. То есть это слишком технично и слишком сухо. Если бы это было чуть более эмоционально, например, если рассматриваем какое-то конкретное продолжение, здесь будет преимущество у белых за счет того-то и того-то. То есть более конкретно, меньше вот этих вот сухих расчетов и больше конкретики. То есть здесь будет преимущество за счет, например, центральных пешек. Здесь будет преимущество за счет сохранения двух слонов. Но вот эту вот всю сухость, расчеты и техничность можно окрасить эмоциональностью, можно как раз показывать красоту. А где здесь красота? Это же творчество, нужно показать, а где конкретно красота. То есть можно одну и ту же комбинацию показать по-разному, выигрышную, да, какая-нибудь комбинация, допустим, с жертвой ферзя. Можно просто рассказать, что здесь так, вот такие расчеты, в конце получится мат. А можно показать, что смотрите, как красиво. У белых не осталось практически фигур, но они ставят мат. Это же красота. То есть человек понимает, что хорошо, значит, в шахматах главное не фигур побольше съесть, а мат поставить. То есть вот такие вот моменты, они как-то больше упорядочивают мысли в голове у человека, который начинает погружаться с нуля. И еще мне не нравится в шахматах ощущение борьбы и соперничества между двумя людьми. Я сама стараюсь всегда очень доброжелательно относиться к своему сопернику, вне зависимости от того, как протекает наша партия, вне зависимости от того, как он относится ко мне. Потому что так как я отношусь к шахматам как к творчеству, я не считаю, что там есть победитель или проигравший. Есть определенный уровень мастерства. То есть художник, когда рисует картины, он может как бы себя сравнивать с другими. Мы все склонны сравнивать себя с другими людьми, но так или иначе он просто развивает свое творчество. Он не считает себя победителем или проигравшим. И поэтому мне кажется, что если вот к шахматам относиться именно так, то намного больших результатов можно добиться в своей игре. Плюс в целом вот это вот ощущение какой-то вражды между двумя людьми за шахматной доской, но оно же очень угнетает психологически. Тем более можно проиграть партию, но все равно остаться удовлетворенным своей игрой. Можно выиграть партию, все равно остаться недовольным. То есть это все условно. Победа или поражение. Мы так или иначе привязываем себя к результату, который хотим получить. Но если от него освободиться, то только в таком состоянии можно получить настоящее удовольствие и вот прям тотально побыть в этом моменте. Вот ты начала играть. Дальше, как ты поняла, что есть дебюты, что нужно решать задачи? Благодаря тому, что я ходила в шахматный клуб. Там было много профессионалов, и когда они употребляли всякие термины, там из серии проходная пешка, форточка, рокировка, слова, которые для меня были на тот момент вообще неизвестными, конечно, по ходу дела, находясь в этой среде, я все узнала, я узнала книги, плюс всегда были желающие мне помочь. Я приходила в клуб, всегда были опытные мастера, которые готовы были поделиться со мной знаниями, книгами. Очень много шахматной литературы мне подарили. Очень много классных, полезных знаний я получила. То есть у меня по факту никогда не было тренера и занятий с тренером на постоянной основе, но всегда на моем пути были люди, которые были готовы мне помочь. Мне было хорошо, потому что это творчество. Я человек, который склонна уходить во внутренний мир, я интроверт, и мне понравилось, наверное, меня больше всего погрузило в шахматы то, что это отдельный мир, я могу сама в него погрузиться, я могу там творить, как я хочу, я могу там узнавать что-то новое.
я могу там находить и видеть красоту. Вот что самое главное. И я стараюсь показывать эту красоту и другим людям. Ты на тот момент была замужем, да, уже? Да, я давно замужем. Да, ты давно замужем, да, то, что многие интересуются. Как муж на это все реагировал? Муж на это реагировал с абсолютным доверием, спокойствием, принятием и поддержкой, и так он реагирует и по сей день, потому что все мои контакты в телефонной книге — это в основном мужчины-шахматисты, и большая часть моих учеников — это мужчины-шахматисты, и наставники — это мужчины-шахматисты на турнире, знакомые и так далее. Я практически всегда взаимодействую больше с мужчинами, чем с женщинами, поэтому муж реагирует спокойно, с доверием. Шахматы ему не особо интересны, но иногда, когда я просила приехать со мной, он приезжал. В паре отношения просто каждый должен остаться с собой, остаться целостным. Другой человек помогает быть целостным второму человеку. То есть отношения не просто ради семьи отношений, но ради каждого в этих отношениях. Мы, конечно, к этому пришли не сразу, и было очень много сложных периодов, действительно очень много периодов и на грани. Но в целом всегда я приходила к пониманию, что вот именно этот человек должен быть со мной рядом. И именно я должна быть рядом с ним. То есть это есть такая, знаете, очень неуловимая, очень сложно уловимая духовная связь, но она настолько прочная, что ты понимаешь, что это вот именно твой путь. У тебя сейчас подрастает ребятеночек. Да. Будешь ли ты учить его шахматам? Я начинала его учить шахматам еще, когда ему было чуть-чуть больше года. Ему был год и 5 месяцев, он уже знал все шахматные фигуры, я даже записала это на видео. Я у него спрашивала: покажи короля, он реально показывал короля, покажи ферзя, он показывал ферзя. То есть он все понимал. Я вообще с ним начала заниматься очень рано, и он очень рано заговорил. То есть я считаю, что образовательную часть, как мама, я выполнила вообще на отлично. Но потом я поняла, что ему это неинтересно. И я, конечно, не заставляю его насильно. Иногда ему интересны шахматы, когда он видит, что я занимаюсь сама, или когда он слышит, что я еду на турнир, он тоже говорит: ну, я тоже хочу поехать с тобой. Но я говорю: ну, надо позаниматься, научиться, а тут уже он не хочет. А как ты поняла, что ему это неинтересно? Ну, я просто вижу, что ему сложно фокусировать на этом внимание. Он не видит, то есть он не видит это так, как это вижу я, во-первых. Во-вторых, я просто знаю, что у него другие интересы. Ему интересно больше механизмы, все, что связано с какими-то конструкциями, технологиями. То есть я пока что на данный момент времени я вижу в нем такого потенциального инженера, но не шахматиста. Типа месяц назад или 3 недели назад вышел ролик на Chess Fight Night, где ты собрал по 200 тысяч просмотров и огромное количество восторженных комментариев от русских, англоязычных, испаноязычных и еще каких-то язычных мужчин, которые в основном комментировали не шахматную игру, а как твоя улыбка освещает комнату, что ты мисс Chess Fight Night. Расскажи вообще, как ты туда попала на Chess Fight Night, да, и какая твоя реакция была, когда вот этот ролик шахматной партии вдруг внезапно начал вот такую популярность обретать? Ну, я расскажу сначала, как я попала в Chess Fight Night. В прошлом году мы с семьей жили 6 месяцев в Казахстане. Были обстоятельства, но в Казахстане очень развита шахматная жизнь. Естественно, я там продолжала этим заниматься, ходила на турниры. Кстати говоря, в Казахстане я получила официальный 2-й разряд. Там очень хорошо выстроена система квалификационных турниров. И однажды я наткнулась на пост одного из тренеров в Москве, который предлагал бесплатную консультацию для того, чтобы составить план. А у меня тогда как раз было некое разочарование от своей игры. Я не смогла сдать на 1-й разряд, мне не хватило пол-очка. И я поняла, что все-таки мне нужно искать какого-то наставника, чтобы заниматься системно. И я решила записаться на эту консультацию к тренеру. Спросила у него, какие еще он знает места в Москве, где можно практиковаться, кроме ЦДШ, потому что в ЦДШ довольно сложно играть шахматисту-любителю. А я считаю себя шахматистом-любителем. И он мне посоветовал этот клуб. В принципе, я сначала не придала особого значения, потому что турниры в вечернее время — это не очень удобно, учитывая мой семейный образ жизни.
Но однажды я решила туда все-таки попасть для разнообразия. И мне безумно понравилась обстановка, атмосфера, мне понравился очень шахматный инвентарь, эстетика, мне понравился уровень организации турнира. И, конечно, мне больше всего понравилось то, что я там побила свой рекорд в Рапиде. Я набрала 5,5 очков из 7, у меня никогда не было таких результатов, у меня была победа над перворазрядником. И я поняла, что просто в этом месте я смогла сыграть в полную силу. То есть не было такого внутреннего какого-то давления. Я смогла просто расслабиться, кайфануть от игры, сыграть творчески и сыграла на свой максимум. И после этого я стала туда приходить еще. По-моему, я сыграла там еще 2 или 3 раза. Да, там стоят камеры, снимают видео. Но по поводу этого ролика я не знала, что он набрал такую популярность, пока мне не начали присылать его мои знакомые. И тогда, да, я удивилась, что так много просмотров, комментариев. Конечно, мне было приятно, как и любой девушке. Мне приятно читать лестные комментарии. Наверное, меня это вдохновило и немножко раскрепостило для того, чтобы, во-первых, продолжать дальше играть, во-вторых, для того, чтобы не стесняться играть на камеру, потому что все равно есть некая зажатость. И в целом, благодаря этому ролику мы сейчас общаемся, и это тоже классный новый опыт для меня. Что тебе понравилось и что может людям подкрепить эту любовь к шахматам? «Ход королевы», я думаю, о нем говорить не нужно. Уже все и так пересмотрели. Если не пересмотрели, пересмотрите. Я сейчас, кстати, его просматриваю по 2-му кругу уже с другим взглядом. С каким это? Вот сейчас мне уже не все там нравится. Сейчас мне не нравится гневливость главной героини. Хотя тогда мне казалось, что я смотрела в 2020 году, когда он вышел, мне казалось, что это так круто, что она такая напористая. Сейчас я понимаю, что это противоречит тому, как я отношусь к шахматам. То есть вот этому враждебность там очень сильная. Что еще посмотреть? «Чемпион мира» с Хабенским. Посмотрите «Королева из Катвы» про американскую девочку. Фахим шахматист. Там играет еще Жерар Депардье. Можно посмотреть. Есть фильм 1972 года, старый фильм, называется «Гроссмейстер». Там играл Андрей Мягков в главной роли. Мне понравилось в этом фильме то, что снимаются настоящие советские гроссмейстеры. Там реально есть Сталь, там реально есть Петросян. То есть это такое прям шахматное наследие. Да, смотреть сложновато, потому что плохое качество, фильм старый, но тем не менее он с очень такими богатыми смыслами. Есть о чем задуматься и есть что почерпнуть для себя, как для игрока. Есть еще несколько фильмов, например, то ли «Шахматистка», то ли «Ход королевы». Тоже интересный, такой немножко своеобразный. И в целом, наверное, «Защиту Лужины» я читала, но не смотрела. Есть фильм. И какой-то еще был такой современный яркий фильм. Хотя нет, он не особо современный. «Жертва и пешка» про Фишера. Вот можно еще вот это посмотреть. Чего, давай сыграем, расскажешь, да. Что думаешь. Поехали. Окей. Давай. Пока я просто развиваю фигуры. Так, смотри, у тебя проблема, как мы выяснили, с тактикой. Поэтому играть с тобой нужно максимально открытые варианты, чтобы ты там запуталась. Прям что-нибудь совсем безумное. Поехали. Юль, я жертва стереотипов. Я не понимаю, как вообще девушка-любительница, научившаяся играть в шахматы 3 года назад, может играть в шахматы. Я не понимаю. Я до сих пор не понимаю, как ты двигаешь фигуру. Я отношусь к тебе так же, как, видимо, я не могу от этого избавиться. Да. При этом это противоречит тому, что происходит на доске. Знаешь? Ты действительно неплохо играешь. Получается, не 3 года. А сколько ты занимаешься? С 21 года. В этом году будет 7 лет. Вообще сложно играть и комментировать одновременно. Я так нормально. Не делала, но можно. Ладно, давай представим, хорошо, давай представим, что ты не девушка, что ты просто играем в нормальную партию. Ты умеешь играть в шахматы. Будем исходить из общих соображений. Поехали. Так. Окей.
Мат решила поставить. Юль, ну это прям некрасиво уже, слушай. Это... Так, непонятно, что можно сделать. Ну, окей. Мне кажется, ты даешь очень много фигур. Юль. Возможно. Я, наверное, их всех заберу. Давайте всех начнем. О, Господи. Юль, ну Взялся. это подстава, конечно. Нет, ну это беда. Ладно, хорошо. Да, есть такое правило: тронул, ходи. Ладно, беда, тут неожиданно оказалась ловушечка. Оказалась ловушечка. Да. Это мне повезло, слава богу, да. Да, это точно. Да. Ну ладно. Острая партия, Юль, смотри. Ох. Ох. Ура. Просто счастье. Так, что у меня останется? У меня остается все равно меньше. Все меньше. Безлади. Да, одна надежда на пешку. Не будешь пешку тащить, да, вперед? А ты прям будешь играть без ладьи, ну то есть это нормально. Я на всякий случай. Ну, мы же нет, блиц нет. играем. Да, ну, всякое может случиться, я тебя Да. понял, да, учитывая, что я только что Да, в общем, понятно. Ладно, сдаюсь. Давай, спасибо. И ты не расстраиваешься, когда ты проигрываешь? Ты тебе вообще всё Конечно, равно? расстраиваюсь. Я расстраиваюсь, когда я проигрываю в классике. Ага. Потому а в блице что- все равно тебе? Ну, в Блице тоже расстраиваюсь, но я в этом году приняла решение вообще в Блиц не играть, потому что это мешает моему развитию шахматному. Вот, я играю только в классику, в рапид, да, расстраиваюсь, но одновременно радуюсь, потому что я анализирую, нахожу новые какие-то точки для роста, и все равно это интересно. А что по партии думаешь? По этой это Блиц, я даже ничего не успела. Мне очень сложно, да, мне очень сложно считать, когда такой контроль времени. То есть мне надо прям либо очень расслабиться, либо все-таки играть в рапид, чтобы как-то понять, что происходит, найти нормальный план и не просто бездумно двигать фигуры. Это не особо осознанная игра. Я тебя понял. А ты играешь в интернете или только вживую играешь? Стараюсь больше вживую, но в качестве тренировки играю в интернете. Именно рапид играешь, да? 15 плюс 10 это так, да.